Мы опять на лицевой стороне. Первую петлю берем на спицу, не провязывая. И дальше все петли провяжем лицевыми петлями. Накид провяжем лицевой скрещенной. До маркировки берем накид и петли погона. После маркировки накид. И следующий накид мы провяжем лицевой скрещенной петлей. И 3 петли спинки. И вот эта петля, которую мы в прошлый раз образовали петли 2 ножки. Эту петлю мы провяжем таким образом. Заходим с левой стороны. Захватываем обе ножки и провяжем лицевой петлей. И теперь опять мы здесь провяжем 3 петли. Поворачиваем нашу работу. Мы на изнаночной стороне. Первую петлю берем на спицу, не провязывая, образуем 2 ножки. И все петли изнаночными петлями. Накид провяжем изнаночной скрещенной и добавляем накид до маркировки, петли погона. После маркировки берем накид и следующий накид мы провяжем изнаночной скрещенной петлей. И вот мы дошли до петли, в прошлый раз мы провязывали после сокращения. И вот видите, здесь эта петля и следующая петля будет большое расстояние, и вы никогда не ошибетесь. Должны сократить одну петлю и провязывать следующую петлю. Для этого вот эту петлю и следующую петлю мы провяжем вместе. И поворачиваем нашу работу. Отмечаем на бумаге. Мы на лицевой стороне. Первую петлю берем на спицу, не провязывая. И остальные все петли лицевыми петлями. Накид провяжем лицевой скрещенной. И до маркировки берем накид, петли погона. После маркировки берем накид. И следующий накид провяжем лицевой скрещенной. И петли спинки. Дошли до петли 2 ножки. Это как всегда. Вяжем. И теперь здесь мы добавим 4 петли. И добавление это у нас последнее. Закончили углубление на стороне спинки. Поворачиваем нашу работу. Первую петлю берем на спицу, не провязывая, протянем нить, образуем 2 ножки. И все петли изнаночными петлями.
И вот дошли до места, которое мы здесь должны сокращать еще одну петлю. Вот, друзья, опять мы на лицевой стороне. Мы закончили углубление спинной части горловины на левой стороне. Теперь мы все петли провяжем лицевыми петлями. Здесь оформляем погон и проходим на правую сторону переда. Первую петлю берем на спицу, не провязывая, и петли лицевыми. И здесь тоже начнем оформлять погон с правой стороны. До морковки берем накид, петли погона. И после морковки берем накид. И вот здесь начинается у нас петли переда справа. Здесь тоже начинаем оформлять росток. Сокращаем одну петлю, провязывая 2 петли вместе. Для этого вот эти 2 петли мы перепоставим, переправим и провяжем их вместе. И провяжем следующую петлю. Поворачиваем нашу работу. С правой стороны сократили одну петлю и будем отмечать на бумаге. Друзья, теперь мы на изнаночной стороне. Все петли провяжем изнаночными петлями. Первую петлю берем на спицу, не провязывая. Продолжим вязание. И теперь вот начинаются петли спинки. Здесь мы провяжем 3 петли. Поворачиваем нашу работу. Мы на лицевой стороне. Первую петлю берем на спицу, не провязывая. И вот так протянем нить. Образуем 2 ножки. И продолжим вязание. Все петли лицевыми петлями. Петли переда. И вот мы дошли до этой петли, которую мы в прошлый раз здесь сократили петлю и провязывали следующую петлю. Опять мы здесь сократим одну петлю, провязывая вместе вот эту петлю и следующую петлю. Для этого обе петли мы перепоставим и будем провязывать вместе наклоном влево. И следующую петлю провяжем. Поворачиваем нашу работу. Сократили одну петлю, отмечаем на бумаге. Теперь, друзья, мы на изнаночной стороне. Первую петлю берем на спицу, не провязывая, и продолжим вязание. Все петли изнаночными петлями. Дошли до петли 2 ножки, которые в прошлый раз мы образовали. Вот эту петлю мы провяжем изнаночной вот таким способом. Заходим сзади с левой стороны, так, охватываем обе ножки и провяжем изнаночной петлей. Здесь добавим 3 петли.
Поворачиваем нашу работу. Первую петлю берем на спицу, протянем нить и образуем 2 ножки. И провяжем все петли лицевыми петлями. Здесь мы опять должны сократить 1 петлю. Поворачиваем нашу работу. Отмечаем на бумаге. Друзья, мы на изнаночной стороне. Первую петлю берем на спицу, не провязывая. Продолжим вязание. Все петли изнаночными петлями. Дошли до петли 2 ножки. Теперь здесь добавляем последнюю 4 петли. Поворачиваем нашу работу. Вот, друзья, мы опять на лицевой стороне. Закончили углубление и на правой стороне спинки. И продолжим вязание. Мы должны здесь сокращать 1 петлю. Поворачиваем нашу работу. И первую петлю берем на спицу, не провязывая. Все петли провяжем изнаночными петлями. И обязательно не забудем оформлять погоны. Вот таким образом, друзья. Теперь на изнаночной стороне мы будем провязывать все петли. Будем доходить до петли переда слева. И здесь будем продолжить оформлять росток по переду. Здесь сокращаем петли, провязываем следующую петлю и опять поворачиваемся. Теперь у нас идет оформление ростка по полукругу. Изнаночное, лицевое. Таким образом, друзья, мы будем продолжать оформление ростка. И это вы будете осуществлять самостоятельно. Вот, друзья, приближаемся к концу оформления ростка. Вот наши погоны с обеих сторон. И вот треугольная форма наша горловины. С левой стороны сократила 13 петель, а с правой стороны сократила 14 петель. Теперь, друзья, мы должны обратить внимание на длину нашего погона. И в моем случае длина должна быть 16 сантиметров. Как мы измеряем длину погона? В этом модели, друзья, наши плечики должны быть немножко опускаться. И чтобы узнать, какой длины мы должны связать погона, сперва мы мерим длину наших плечи. И у нас получается 13 сантиметров. Конечно, у вас может быть по-разному. И на эту длину мы добавляем 2 или 3 сантиметра, чтобы немножко у нас плечи получилось опушенным. Поэтому у меня получается 16 сантиметров. Теперь коротко объясню наш дальнейший ход вязания, друзья.
мы будем на изнаночной стороне провязывать до конца петли правой полочки. Вот до сюда. Первую петельку берем на спицу, не провязывая, как всегда. И продолжим наше вязание. Петли правого погона будем отделять начинаются петли спинки. Для петли спинки мы будем провязывать отдельной пряжей. Прикрепляем вот здесь и начинаем с этой пряжи провязать петли спинки. Вот, друзья, дошли до конца петли спинки. Теперь отделяем и это 6 петель левого погона. Теперь начинаются петли левой полочки. Для этой полочки тоже подкрепляем другой нить. Будем вязать петли левой полочки. Вот дошли до места оформления ростка. И здесь продолжим сокращать петли. И поворачиваем нашу работу. И как всегда мы продолжим наше вязание. Вот, друзья, вот таким образом с этой нитью вы будете вязать левую полочку. Когда дойдете до погона, здесь нить оставите и начнете с этой пряжи вязать петли спинки. Когда закончите спинку, друзья, здесь тоже нить спинки оставите и возьмете нить правой полочки и будете вязать петли правой полочки. Таким образом, друзья, будете опять полукругом вязать туда-сюда, только вам придется менять нити, соответственно, на части кофточки. И где вот надо будет здесь оформлять росток, вы продолжите оформление ростка с обеих сторон, пока не кончится наше сокращение. Это нам даст, друзья, мы будем одинаковые ряды вязать и полочки, и спинки. Если хотите, можете вязать по отдельности. Например, сперва вязали левую полочку, закончили до конца здесь ростка, а потом вы будете вязать спинку. Но это вам придется посчитать, сколько рядов, чтобы один из них лишних рядов не получилось. А в таком способе, друзья, вы вяжете вот полукругом, и у вас все части идут одинаковым рядом. И размер будет одинаково. И такое вязание по отдельности части кофточка, друзья, нам даст оформление проймы для рукава. Здесь вот видите, мы пока не будем оформлять рукава. Дальше вяжите сами самостоятельно, друзья. А мы с вами увидимся, когда будем сокращать последнюю 18-ю петлю правой стороны переда.